Приветствую вас всех, друзья, на моем канале. Сегодня у нас будет видео о самокате Xiaomi. Кто-то говорит, что это подделка, кто-то говорит, что это оригинал. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, оригинал это или не оригинал. Думаю, что разберем, дальше уже будет более понятно. Самокат находится в рабочем состоянии, но владельца не устраивает, что аккумулятора хватает ненадолго. Нужно будет разобрать батарейный отсек и оценить визуально батарею. Также, скорее всего, придется разобрать батарею и замерить емкость отдельно параллельных секций. Сейчас мы его разберем, и все встанет на свои места. После того, как мы разберем батарею, мы увидим, из каких ячеек она состоит, и это косвенно нам даст понять, оригинальный это самокат Xiaomi или нет. В сложном состоянии он довольно-таки компактный, сделан добротно и довольно-таки увесистый. Сейчас я его включу, чтобы проверить, как он работает. Как же без этого? Здесь на инструкции написано, что нужно короткое нажатие сделать, и самокат включается. Двойным нажатием эко-режим включается, зелененький, здесь светодиодик загорается. Выключается удерживанием клавиш. На самокатах стоит защита от детей, просто так с места они не едут при нажатии на курок. Поэтому нужно сначала оттолкнуться. Уделено внимание многим деталям, даже та же подножечка очень качественно сделана и мощно. Усилители задних перьев здесь также сделаны. Сами перья очень массивные. Еще дополнительно усилено все, причем такой изогнутой формы сделано, заморочились прям, молодцы. Но вот нижняя крышка пластиковая, это, конечно, стоит чему-нибудь сюда ударить. Вы видите, что я вот нажимаю, она даже прогинается. Ну, сейчас буду откручивать, посмотрим, что здесь спрятали китайцы внутри. Но здесь ничего не прикручено, болтается. Возможно, партия какая-то левая. Это у меня вызвало, конечно, подозрение. Стоимость этого самоката составила, если в доллары переводить с наших, то это где-то $250, грубо говоря, может чуть поменьше. Это очень дешево. Сделано-то все мощно очень. Алюминиевый сплав здесь, все дела. Ну, сейчас я достану батарею отсюда, и мы посмотрим. Пока разбирал батарею, обратил внимание на вот этот момент. Здесь болты задевали за перо, и они просто взяли грубо. То ли болгаркой, то ли чем, короче. Здесь просто взяли и поверх краски шлифанули, чтобы болты не задевали за перо. Все заусенцы оставили и заново не покрасили. Ну, как бы алюминий гнить не будет, но все же неприятно. Уже попахивает китайщиной. Какой-то левой партии, по крайней мере. Может быть, они сюда ставят на более дешевые модели другую тормозную систему? Не знаю даже. Ну, вот такой вот факт. Снимаем батарею. Довольно-таки легкая. Попробуем отключить оба провода, чтобы убедиться, что контроллер здесь в ошибку не уходит. Модель батареи 10S 2P. 2P чуть совсем мало. 10S как раз 36 вольт, и по 2 параллельно это прям маловато. Нажатием кнопки разряжу конденсаторы и подключу заново батарею. По идее должен быть щелчок сейчас. Оп, да, щелчок был, конденсаторы зарядились. Пробуем включать. Светодиод загорелся, звуковой сигнал был. Попробуем крутануть. Все работает. Значит, можно спокойно возиться с батареей. Вот так вот выглядит батарея изнутри. Снял я уже здесь изолирующие ленты, чтобы было видно, куда идут перемычки, и разобраться в схеме подключения BMS. Интересно, что китайцы сделали. Здесь оставили пустое пространство и с краю поставили две ячейки, чтобы с торца, скорее всего, не было заметно, что это батарея на 30% меньше. Ай, хитрожопые, а? Китайцы.
Зачем так делать? BMS-ка здесь маленькая стоит. 10S, 36 вольт. Все остальное по-китайски. Bicida.net. Может, кому понадобится. Bicida.net. Может, там что-то можно найти по запчастям. Получается, у нас здесь стоит 10 параллельных ячеек и 5 еще свободных секций здесь есть. Получается, можно даже если из таких собрать, то можно сделать на 30% больше энергоемкой эту батарею. А мы, естественно, поставим более емкие ячейки и получим еще больший прирост к емкости этой батареи. И это будет прям классная батарея в итоге. Но чтобы узнать, какая емкость реальная у этих параллельных секций, сейчас я подключусь к одной из них с зарядкой и надо будет замерить емкость. Вот отсюда у нас минус пошел, здесь перемычка. Кстати, ячейки, такое ощущение, что продавлены, прям сильно на них давят. Момент сваривания, прям минусовой здесь продавлен немножко, заметно. Получается, вот они пошли, параллельные секции. Так, вот так. А здесь параллельная секция, вот она пошла, вниз. Вот она здесь сомкнулась. Здесь только одну перемычечку поставили, здесь не ставили. Что сильно нагружает вот эту ячейку. Эх, китайцы, китайцы. Дальше пошло сюда. Перешло сюда. Оп. И здесь вышло на плюс. Китайцы ни здесь не поставили, ни здесь не поставили для усиления. Вот эти вот ячейки здесь очень сильно нагружены. Хотя токи здесь небольшие, но все равно эти ячейки здесь нагружены больше всего. Вот это и вот это. Получается 2 секции из 10. Вот эти вот возможно, кстати, уже устали, но на этом самокате много не катались. Будет интересно замерить, когда я буду отключать вот эти вот секции. Сейчас мы их пометим. Как их пометить? Ну, я вопросик на них нарисую просто. Вот их нужно измерить. Здесь 2 с вопросиком. 3,6 вольта зарядим. Два элемента потянут 3 ампера без проблем вообще. Сейчас заряжу. И потом разрядим. Они полностью практически заряжены, кстати говоря. Ток уже снижается. Ладно, не буду это снимать. Так, зарядилось. 17 миллиампер всего лишь залилось. Думаю, 8 ампер они должны потянуть нормально. 8 ампер. Так, одна секция до 2,5 вольт. Поехали. Пишите в комментариях, какой емкости здесь ячейки были применены. Ставьте на паузу и комментируйте. Мне интересно. Я думаю, что ампера 2 каждая ячейка, итого 4 ампер часа будет. Написано 4,4 ампер часа. Возможно, правда. Ну, посмотрим. Ячейка разрядилась. Отдала 3400. Это значит 1700 на одну ячейку. Да, даже меньше, чем я думал. Зная емкость общую двух этих ячеек, мы сейчас разрежем ленту. Я подключу зарядку к вот этой вот. По моим предположениям, в процессе эксплуатации эта ячейка должна была сильнее деградировать из-за больших токов. Запоминаем, 1700 должно быть, общее 3400. Сейчас заряжу эту ячейку, разрядим, замерим. Ту емкость, которую даст эта ячейка, можно будет вычесть и узнать емкость той ячейки. Заряжаем током 2 ампера. Как зарядится? Поставлю на разряд. Левый аккумулятор зарядился, залилось в него почти 1600 мАч. Значит, правый аккумулятор имеет емкость где-то 1800 мАч. Но небольшой дисбаланс есть. Я спросил владельца, он сказал, что где-то 5-10 циклов всего лишь прошел самокат. Дальше было бы только хуже. Эти элементы сильнее деградировали бы. И было бы более заметное уменьшение емкости, чем было бы сделать, конечно, перемычки, которые китайцы не поставили. Смысла заряжать и разряжать этот нету. Попробую замерить емкость у той ячейки, которая более-менее находится с краю и симметрично к ней подпаяно все. Ну, как-то вот так вот зацепимся. Она также заряжена. Подзарядим чуть-чуть на всякий случай. Так, зарядилось, 16 мА всего лишь залилось. Ставим на разряд. 8 ампер, погнали. Ячейка разряжена. Отдала она даже меньше, 3382. Ну,
примерно 3400. Значит, все они примерно одинаковые, где-то 3400 мАч. Поговорил я сейчас с владельцем, сказал он, что будем менять все ячейки, плюс сюда добавлять отсутствующие. Усиливать, так скажем, батарею. Итого будет 30 элементов, 9,9 Ампер-час, 36 вольт. В самокат будем устанавливать элементы ланж 33Е на 3300 мАч. Реально они 3400 отдают. Я отобрал из всей партии 120 штук с самым минимальным сопротивлением. 31 миллиом в среднем. Есть и 34 миллиома. Я отобрал это 31,5 миллиом. Самые лучшие из партии. Данный прибор мне всегда помогает. Ссылка будет в описании. Я знаю только один способ, чтобы элементы в сборке себя одинаково вели, когда уже будут вставлены в батарею. Это сначала протестировать на сопротивление данным прибором, пройтись. Дальше я их поставлю в зарядное устройство и проверю их все на емкость, подпишу. Буду собирать параллельные секции из одинаковых по емкости ячеек, чтобы было все самым наилучшим образом. Так, эти мы убираем. Я все это буду вставлять, все свои 5 зарядок задействую, но замер буду производить на разряд только в одной, чтобы все показания были одинаковые. И потом все их подпишу. Где-то это займет около суток, я так полагаю. Кстати, совсем забыл. Я хотел измерить внутреннее сопротивление родных ячеек. Это же очень интересно. Они у нас разрезанные, поэтому мы сможем измерить по одному элементу. 52 миллиома. Ого! 44 миллиома. Ну да, этот поменьше емкости, уже у него побольше сопротивления. 43 и еще раз 50. А если ту секцию, которую я тестировал, 23. Ну, это как раз около 40-50 миллиом. 23. Где-то 40-45 миллиом на элемент. Да, не очень-то хорошие элементы они ставят. Ячейки наконец-таки протестировались. Наблюдается небольшой разброс по емкости. Так как у нас будет 10S3P, я сделаю где-то 3 группы с емкостью 3500 и выше. Я сделаю 10 штучек в одну группу. Это как раз будет одна последовательная магистраль. А остальные уже распределю как получится. В итоге получились 3 группы. В этой группе средняя емкость 3450 мАч. В этой группе 3500 мАч. И в этой группе 3550 мАч. На следующем этапе нам нужно понять, куда какие балансировочные провода идут, и разобраться в этом. Так, первый плюс, крайний красный, идет на плюс. Следующий идет на первую перемычку. Потом белый пошел на вторую перемычку. Черный на третью. Потом опять красный. Так, шестой, седьмой. Все правильно. И последний у нас здесь пустой. На минус у нас ничего не идет. Балансировочный провод только на плюс идет. На минус нету. Все понятно. Сейчас все отпаиваю. Разбираю никелевые пластины, чтобы можно было вытащить ячейки. Доступ к пластинам открыт. Теперь можно попробовать проверить качество сварки. Ну, я бы не сказал, что качество хорошее. Отрывается довольно-таки легко. Так, все, можно разбирать. Что-то не идет прямо. Да, с хорошим они здесь натягом сидели. Туго выходят. Новые элементы уложены. Также надо не забывать про изоляционные паранитовые колечки, шайбочки, которые ставятся на плюсовой вывод, потому что родной пластиковый часто прожигается в момент приваривания точечной сваркой. Сейчас начну наваривать сюда никелевые пластины. По 3 элемента у нас. Модуль собран, хорошенечко проварил я по много раз, чтобы не отвалилось ничего, потому что самокат он без подвески. Трястись будет, думаю, все ого-го. Сейчас надо будет припаять все балансировочные провода. Также сейчас заизолирую все термостойким скотчем. Вырежу сейчас такие небольшие отверстия в тех местах, где буду подпаиваться. Ну вот, теперь уж точно ничего не замкнет. Отключил я балансировочный разъем на всякий случай. Дошел я до вот этого вот вывода BMS. Так как раньше он у нас был вот здесь вот.
ячейки были так расположены по-дурацки. Сейчас нам нужно его будет нарастить. Все балансировочные провода припаяны, плюс и минус тоже. Теперь осталось прозвонить. Вот эта ячейка у нас должна давать 3 вольта практически. Ну, сейчас ячейки все разряжены просто. Я их не заряжал. 6, 9 почти, 12, 15, 18, 21 практически, 24 и последний 27 практически. Все правильно, полярность верная. Теперь момент истины, нужно подключить балансировочный разъем. Готово. Подключаем прибор, проверяем, есть ли на выходе напряжение. Да, напряжение есть 27,8 вольта. Подключаем батарею к контроллеру и проверяем работу. Так, включаем. Что-то вообще никак не реагирует на кнопку. Интересно, в чем дело? Так, без паники. Батарея, наверное, разряжена. Сейчас нужно будет ее подзарядить, хотя бы чуть-чуть. И попробовать снова. Возможно, контроллер просто не хочет при этом напряжении работать. Подзарядил немного батарею зарядкой. Где-то 700 мАч в нее залилось. Посмотрим сейчас. Оп, работает. Светодиод загорелся. Работает. Кстати, заметил такую штуку. Если держишь газ несколько секунд, у контроллера есть функция круиз-контроля. Из приборной панели издается звук, и можно отпустить ручку газа. Мотор вращается. Да, тянет. Нормально. Так, нажмем на тормоз. Отключаем батарею. Поставлю ее на полную зарядку. Зарядку мне владелец не дал, поэтому я буду заряжать моим зарядным устройством. Как раз они все до 10S заряжают без проблем через зарядный порт. Такие сопли здесь немножко. Нагородил. 2,1 ампера поставлю. Предлагает 10 последовательно элементов, либо 8. Я нажимаю 10. Все, пошел заряд. Аккумулятор зарядился, всосал он где-то 9900 мАч. Осталось только это все загерметизировать. Вот что получилось, довольно-таки неплохо. Получилось загерметизировать батарею со всех сторон. И теперь с ней точно ничего не случится. На ночь оставлю ее, пусть силикон схватится. И потом еще нужно будет, когда установлю крышку, тоже по периметру просиликонить, потому что китайцы там проложили какой-то поролон, что ли. И можно будет выезжать.
Догони.